Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз июнь-июль 2025 года. Судьбоносный шанс. Момент перехода между прошлым и будущим. Что уйдет, что придет, давайте с вами узнаем. И добрые энергии за счет планетарных транзитов июня, когда Юпитер переходит в знак Рака, для нас открывает очень гармоничный месяц июнь, когда мы можем, как судьбоносный шанс нам своего рода дается, мы можем многое изменить, мы можем и помириться, можем согласовать, оформить какие-то документы, разобраться в какой-то патовой ситуации. И нужно использовать по максимуму этот добрый период. Почему? Потому что не длится вечно вот этот период, и уже в июле месяце за счет того, что Уран переместится в Близнецы первым заходом на несколько месяцев. Но мы знаем, Уран – это планета революционных инноваций, перемен, ломки шаблона. И тут и правда мы можем прочувствовать, словно пространство, Вселенная или неведомая сила заставляет нас принимать важные решения, которых мы где-то не планировали. И, может быть, это будет связано с ломкой какого-то стереотипа, мироощущения, или заставит измениться нас самих. И вот эти 2 месяца поистине, как по судьбе, возможность, чтобы изменить в своей жизни что-то в лучший вариант. И помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Иногда напоминает и игру в покер. Порой приходится блефовать, но чаще выигрывать той карты, которая выпала. Давайте посмотрим, что же выпадет. У нас сегодня метафорическая колода 78 дверей. Какие эти двери? Что из этих дверей для вас открыто, закрыто и каковы ключи? Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео. Прочитайте подробнее об этих энергиях. Там у меня есть и статьи по психологии, и астрологический гороскоп. Я думаю, вам будет полезно и интересно. А мы идем дальше. Энергии июня. События ближайшего будущего. С чем это связано? События, как события на пороге. Уже июнь. Мы уже практически одной ногой в этом июне. События отдаленного будущего, энергии июля. С чем это связано? Какие сами по себе будут события? И к чему все идет? Давайте июнь и июль свяжем, достанем 3 карты. Пусть они нам раскроют, для чего это все нужно было. Или какая взаимосвязь между этими событиями. К чему все идет. Следующая карта. Чего будут касаться или в какой сфере жизни вам придется принимать важные решения. С чем это будет связано. И что уйдет, а что придет взамен. Следующая карта. Путешествия, поездки, перемещения. Ваши планы, ваши достижения, ваши проекты. И что будет дальше с заходом на август? Смотрим, что для вас палитра июня месяца. Король мечей. Вы знаете, тут самые разные могут быть ситуации. У кого-то это согласование, может быть, у кого-то даже вопросы в суде, и вам придется обращаться к юристу, к адвокату. По королю мечей это специалисты, причем те узкие специалисты, которые точно знают, как нужно правильно поступить. Представители закона или законной власти тоже проходят, чиновники, врачи проходят. Иногда проходят и люди в погонах, но погоны бывают разные, у нас и таможня бывает в погонах, и другие где-то есть службы. Поэтому вот с сильными мира сего, в принципе, может быть, вам придется что-то согласовывать, общаться, контактировать. Или буквально эта карта будет говорить именно в этой колоде о выздоровлении, о завершении или возможности завершить какую-то ситуацию и для себя что-то прояснить. Или закончить какие-то разочарования, буквально выздороветь. Но это карта рационализма, хотя вполне вероятно, что есть тот человек, который вам даст либо дельный совет, либо скажет, как вам действовать. И следующая карта – башня. Но мы помним, наверное, что по башне это у нас чаще проходит первые, по крайней мере, образы. Это тюрьма. Это период каких-то ограничений, но нам казалось это
наша крепость, потому что за стены могли подержаться, а тут вот стены и могут рушиться. Вот я могу сказать так. Здесь могут меняться законы, какие-то, может быть, перемещения по работе, смена руководства. Или когда вы пошли к чиновнику оформлять какой-то документ, допустим, документы подали, уже о чем-то договорились, приходите в назначенный срок, а там вообще другой человек. Вот какие-то такие метаморфозы могут быть. Но для вас это будет вести к выздоровлению или к завершению, прояснению какой-то ситуации. Потому что по королю мечей мы как раз через рациональные решения и действия, когда нет никаких эмоций, может быть, и обстоятельства вас даже будут где-то вынуждать, поторапливать, ведь это старший аркан. Или, мои дорогие, когда вы просто банально в июне, доброй энергии июня, но, может быть, вы слышите какую-то новость и понимаете, что есть какая-то тема в вашей жизни, неважно, чего касается, у кого-то имущества, движимого, недвижимого, вашего переезда, личной жизни. И на вас эта именно новость каким-то образом воздействует. Или есть взаимодействие с конкретным человеком, и вам придется какие-то важные решения, тут вижу, в отношении либо задуманного дела или согласований принимать, или самому куда-то отправиться. А я тут так больше вижу с учетом как раз восьмерки пентаклей, ведь это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Правда, у кого-то перемещение по работе или перемены руководства, смена законов, смена какой-то парадигмы, как устои, система, да. Ну, понятно, тут не то, что прям вся система меняется. Тут скорее ваши именно взгляды на то, что происходит, могут кардинально измениться. Вот ломка шаблона по аркану башня как раз и идет. Это как возрождение. Но это не происходит легко, потому что мы мир как будто видели или представляли себе несколько иначе. А здесь вот что-то начинает меняться. Или, мои дорогие, это как ваше осознание. Вы понимаете, что необходимо и мне перестроиться, потому что что-то должно быть продолжено совершенно по-другому. И эта карта будет говорить о том, что вы сможете построить карьеру. Или о заработках, безусловно. Тут не деньги с неба, нет. Здесь именно ваши правильные действия. Но это, знаете, как рост в какой-то прогрессии геометрической вашего бизнеса, вашего творчества. Или если действительно карьере вы уделяете внимание, значит, найдете нужных людей, кстати. И кто знает, может быть, вы раньше уже, к примеру, сказали своему руководителю или даже руководителю руководителя, что вы собираетесь строить карьеру, и была обещана должность. А тут какие-то метаморфозы происходят с людьми. Вот такое тоже может быть. И вам приходится несколько перестраивать себя. Но карта всегда говорит, обратите внимание. Нам специалист, кстати, показан, которому вообще все равно. И молодой человек, которому он делает тату, такое достаточно странное на спине, да, а девушка, неформалка, наблюдает за действом через стеклянную дверь. Ключевая персона – это именно специалист, который делает деньги свои. Он занимается своим делом, своим любимым трудом. Да, он мастер, он художник. Ему не важно, что там хотят создать люди или кто там за ним наблюдает. Вот сильная позиция настроится на независимости, а независимость на том, что вы продолжаете какое-то дело или ваши намеченные планы. Да, вы каким-то образом их, может быть, реструктурируете, где-то корректируете, меняете в зависимости от обстановки. Но для вас хоть камни с неба, а для вас, мои дорогие козероги, здесь есть возможность как раз заработать. Поэтому где-то не тушуйтесь, и если вы слышите какую-то новость, как будто провзаимодействовать придется. Но кто знает, может, иногда бывает и так. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И такая у кого-то может проиграться ситуация в июне. Но это может как раз и открывать для вас новые возможности к деньгам. У кого-то может быть банально. Человек не собирался на работе, да, не собирался увольняться, а в силу, вот как по аркану башня, силы непреодолимых событий, он должен это сделать, и вам предложат занять эту должность.
Так вот, для кого-то это башня, а для вас это возможность. И вот так тоже может проиграться. Будьте внимательны. Что же там на июль? Ну, самое главное, не ждать. Не ждать того, кто не придет, или не ждать, что кто-то придет нас словно вот из этой темной комнаты доставать, вытягивать, или из наших грустных эмоций, или в чем мы там подзастряли. Никому до нас нет дела. Тут есть опасность на июль где-то соскользнуть на прежней энергии. Когда хочется, наоборот, все стабилизировать. Четверка ведь, правда? Мы уже где-то привыкли к тому, вот как этот человек, который сидит в кресле. Явно он тут присел не на 5 минут, а он уже находится давно. Или, может быть, из дня в день он возвращается на свой этот трон и продолжает наблюдение за жизнью через телевизор. Он проживает не своей жизнью, а жизнью тех героев, там, фильмов, или то, что ему показывают, или жизнью той новостной панорамы, которую он видит. Двери открыты. И пора выйти из этой темной комнаты. Какое-то ожидание должно быть закончено. Иначе, ну, у кого-то это могут быть и вредные привычки, но, видимо, нет смысла что-то продолжать. Или для кого-то карта напрямую говорит о здоровом образе жизни, иногда и так бывает. И это не обязательно тут мы видим разные неполезные привычки. Просто даже малоподвижность. Перевести в здоровый образ жизни. Заботиться буквально о своем теле. Но на июль смотрите, какие добрые энергии, карта заслуженного успеха. Шестерка мечей, я часто говорю об этом, что карта обрисовывает самую широкую палитру наших успехов и возможностей. Как и изучение чего-то нового, как и возможность переезда, и очень даже далеко. Когда мы действительно меняем не просто свое мировоззрение, а когда мы это еще перекладываем в нашу активность. И человек нам показан изучает или работает за компьютером. Мы можем, вы, мои дорогие козероги, можете прийти к выводу, что вам срочно нужно выучить иностранный язык, а кто-то будет учить язык программирования. Или вы будете осваивать какие-то, и это очень на июль символично, да, даже астрологически, где-то вам, ну, есть такая подсказка, изучить, как новые возможности, может быть, финансовых, цифровых электронных систем взаиморасчета. Или для себя какую-то цифровую, может быть, грамотность повысить. Перейти, вот, да, вот, когда уже Уран у нас окажется в Близнецах, и мы ожидаем прорыв. Все, что связано с нейросетями, искусственным интеллектом, все то, что в режиме где-то онлайн. И кто-то из вас будет, может быть, даже делать первые шаги, кто-то изучать даже компьютер, к примеру, да, если прежде вы этим не занимались, в силу возраста, в силу того, что работа она с этим не была связана, вот какая-то грамотность, она все-таки есть. А для тех, кому это актуально, работа на дому, работа из любой точки мира, или когда вы зарабатываете, может быть, посредством интернет, или вы сами осваиваете этот интернет и все коммуникационные технологии или то, что вам это приносит, да, вот как это вы с этим можете взаимодействовать. Да, тут нужно быть осторожным. Интернет интересное место, но еще и опасное, поэтому не переходите по каким-то мутным ссылкам, я всегда об этом говорю. Или из любопытства не открывайте все подряд баннеры, которые вам предлагают в виде рекламы. То есть здесь тоже, опять же, научиться нужно. Но эта карта свидетельствует и еще и о заслуженном успехе. То есть мы занимаемся чем-то новым, и мы осваиваем те сферы, в которых прежде мы себя чувствовали, может быть, ну, не такими профессионалами. Или офлайн работу вы будете переводить в онлайн. Был, к примеру, ваш магазин или какая-то точка торговая, а теперь вы переведете, или просто, даже если не было, а был один какой-то вид занятости, а теперь вы его будете переводить именно как интернет-магазин. Ну вот есть явное взаимодействие. И посмотрите, какая у вас карта. Карта мага. Нет для вас ничего невозможного. Единственное, выйти из комнаты. Ну как-то так. Вот из этого мрака. Но это тоже надо себя на это настроить. И посмотрите, какие замечательные карты. К чему же все идет? Вы можете случайно услышать какую-то новость. Нам девушка телепортируется сквозь эту дверь. Да, дверь закрыта.
А, кстати, я не сказала, шестерка мечей имеется в виду компьютер. Это как окно в мир. Открыты перед вами все горизонты. Вы сами себе табу не ставьте. А кто-то может сказать: нет, я ничего не хочу. Нет преград. А карта мага вообще все мною сказанное подтверждает. Так вот, пусть дверь закрыта, а для вас нужная информация вас как будто находит. Может быть, вы и услышите что-то такое, когда вам придется быстро принимать решение или поступить так, как вы никогда так не поступали. И будет важно не ждать, когда кто-то придет, кто-то поможет, кто-то откликнется. Здесь самому пора действовать. По пятерке пентаклей вам как будто придется держать в фокусе внимания две сферы: взаимодействие с людьми и финансы. Финансовый недостаток идет по пятерке пентаклей, и значит какую-то финансовую стратегию. Посмотрите, одна из лучших карт в колоде на деньги, и дальше карта заслуженного успеха. То есть перевести как будто или продумать какую-то свою стратегию, тактику, откуда к вам приходят деньги, может дополнительным доходом, определенно стоит. Предусмотреть что-то, что будет и меняться, как институты финансовые. Нам приходится всем, придется перестраиваться и еще не раз. И поэтому что-то не отложить на потом, не ждать, иными словами. И десятка пентаклей, все то, что я сказала, подтверждает. Может быть, это как кем-то оброненная, повторюсь, фраза, а для вас она может, знаете, как эврика быть. Вот я теперь знаю, чем я буду заниматься. Или она вас может даже удивить. Вас какая-то правда может шокировать. Но это не значит, что оставлю ее на потом. Или буду вот ожидать, как разовьются события. Вы потеряете время. Вот конкретно говорит так карта. Поэтому июнь, июль, все, что я говорила, для вас на кону. Десятка пентаклей. Это карта благополучия, которая как раз от ваших правильных действий и действий вовремя уводит вас, как и от какой-то, может быть, и финансовой бреши или разочарований, но так и договориться, может, у кого-то нужно правильно оформить документы, составить, продумать, как это сделать и с кем правильно провзаимодействовать. В каких сферах жизни вы будете принимать важные решения? Вот вы тут здесь словно будете определять. Рыцарь мечей со знаком плюс всегда проигрывается, когда мы ищем правду истину, и мы ее находим. И правда, с королем мечей это могут быть энергии человека, который, с одной стороны, тут мы все разные, словно и в вашу жизнь входит или ломится, такое я тоже допускаю, как вот этот могучий кентавр, сильный человек. Но, может быть, это сила каких-то событий внешних, которые вас заставляют что-то предпринимать. Но карта говорит, ты тут сначала продумай. Продумай, просчитай. Если ты видишь в какой-то ситуации выход, ну, значит, тогда все равно где-то допусти, что вот как по этой карте ты пробьешь, сил у вас хватит. Это правда, карты нам говорят же о физической активности. И ты пробьешь вот эти врата, но не факт. То, что тебе откроется, тебя вдохновит или обрадует. Поэтому к неожиданностям определенно быть стоит готовым. Или с контактом с теми людьми, иногда по рыцарю мечей проходит бунтарь без причины. Кстати, вот такие бунтарские энергии и в вас самих тоже могут проигрываться, а вы все-таки не спешите. Поэтому карта говорит, ты ведь тоже можешь куда-то поторопиться, как откроешь вот эти врата. Или будешь, может быть, пытаться преодолеть какую-то стену в надежде открыть там дверь. А это ни к чему не приведет. Рациональные мысли, рациональные действия, все должно согласовываться с законом. А если вы сталкиваетесь с такими людьми, как действительно бунтарь без причины, будьте внимательны. Здесь может быть двояко. Вас могут на что-то уговаривать, склонять, обещая вам там золотые горы и кисельные берега. А это будет фейк. И это может касаться где-то информационных технологий. Берегите себя. Но и с другой стороны, могут быть и такие люди, которые словно действительно врываются в вашу жизнь. Но это люди, которые, они честные. Они не держат там где-то за пазухой, да, камня. Потому что, ну, человек вот в таких энергиях находится. И иногда же так бывает. Мы
входим в конфронтацию, а потом становимся друзьями после откровенных разговоров. Поэтому помириться, с кем вы были в контрах, словно, да, вы тоже можете. Но для этого нужна искренность и, конечно, желание двух сторон. Вот есть какие-то неоднозначные ситуации, которые потребуют ваших важных решений. Причем таких однозначных. Что же уйдет? Пусть уходит, правда? Десятка жезлов. Человек бьется словно в стеклянную дверь, пытаясь ее открыть. Или в надежде, кстати, он стучит, думает, что сейчас кто-то откликнется или поможет ему в этой сложной задаче. А нам показаны люди, они проходят мимо. И лица у них такие хмурые, каждый на своей волне. И где-то человек, может быть, и готов, да, выйти вот из этой темной комнаты. Но ему кажется, ну, помогите же мне, люди. Здесь может быть такая ситуация, когда нужно перестать надеяться на кого-то. Именно вы должны принять какое-то первое или главное решение. Мы сейчас с вами говорили об этом. И неважно, с какими людьми вы контактируете. Выводы правильные нужно сделать, рациональные, да, увидеть вот эту истину, правду, не закрывать на нее глаза, где-то, ну, не надеяться на его величество случай, на авось, нет. Тут именно от ваших каких-то правильных действий. Или когда вы задаете себе вопрос, хорошо, я сейчас соглашусь на что-то, а если пойдет все не так? Каким образом я буду действовать или что я тогда буду предпринимать? Что в моих руках? Какие рычаги будут? Вот такие вопросы нужно обязательно себе задавать. Но больше это карта десятка жезлов. Мы знаем, что, знаете как, мы в чем-то участвовали долгое время, может быть, потратили много сил, а бонусы получил кто-то другой. Многозадачности карта. Это уходит. Но еще и карта нам говорит, человек бьется в стеклянную дверь, он именно ее толкает, а дверь эта открывается по-другому. Ее просто нужно легко потянуть на себя, и ты уже вышел. Вот и все. Вот примите это к сведению. Что же придет? Ну, нечего добавить. Счастье, радость, благополучие. Ну вот так, как вы любите, мои дорогие козероги, потому что это карта стабильности. У короля Пентаклей у него ж вот все должно быть подсчитано, вот в сейф упаковано, да, проконтролировано. У него с вдохновением сложновато, но зато все под контролем. Зато у него, в принципе, финансовая ситуация какая-то более чем выровненная. Есть возможности финансовые. Может быть, эти новые возможности финансовые приходят посредством новых цифровых технологий, интернет. Я уже не повторяю все то, что я уже сказала. Поэтому действительно новые возможности у вас на пороге. И не отказаться от чего-то, понимаете? Жизнь идет вперед, улучшить свое благополучие и качество жизни, нечего добавить. Перемещение, поездки, путешествия. Ну, у кого-то может быть так, что прежние путешествия меня не вдохновили, не доставили радости. Или когда вынужденная какая-то была ситуация, и вас ведь ничто не держит. Очень две похожие карты, да? Если мы говорим четверка кубков и тройка мечей. Оба человека находятся в мрачной комнате. И две двери, они открыты. Ничто не мешает, не препятствует. Это мы сами себя можем погрузить в какие-то воспоминания или в ту жизнь, которую мы надумали, или, может быть, прежняя какая-то минусовая история. И, мои дорогие козероги, правда, это могло быть связано с предательством, с таким сложнейшим разочарованием, переживаниями, то, что оседает в нашей душе, попробуй от этого всего избавься. И значит, вы знаете, вам буквально будут какие-то, даже пусть мелкие перемещения или какие-то поездки вас будут вдохновлять. Вам обязательно нужно выйти из этой темной комнаты, открыть, явить себя миру. Или, может быть, какие-то барьеры, ограничения вот нужно разрушить, по крайней мере, в вашем сознании. Вот барьеры падают, башня. Может быть, для кого-то это прежде вы словно были в какой-то ситуации, она вас держала словно в тисках. Но теперь-то она заканчивается. И, кстати, ситуация может закончиться, какие-то барьеры рухнут, а вы по привычке находитесь словно в каких-то ограничениях. А по сути для вас с началом июня все ограничения
сводится к нулю. Поэтому не застряньте, правда. Здесь нужно будет на что-то решиться. Сфера ваших достижений. Ну, вот все это зависит от вашей, опять же, решимости. Не жди каких-то обещаний, пустых. Не жди того, кто не придет. Для кого-то действительно может проиграться в личной жизни. Меня смотрят люди, где в вашей стране могли за счет силы непреодолимых событий, действий, у кого-то могла сложиться, ну, буквально та ситуация очень сложная в личной истории, или, может быть, это было связано с вашим домом, разрушенный дом, когда вы вынуждены были действовать в каких-то рамках, или вынуждены были действовать в пределах возможного, и вы уже где-то в этот процесс втянулись, и я так думаю, что вот для большинства именно проиграются, вот для тех, кто оказались в такой сложной ситуации. Вот для вас будет основная задача, как по тройке мечей, четверке кубков, выйти из этого небытия, мои дорогие. Перестать просто ждать. И, может быть, даже ваш любимый человек, если мы говорим, опять же, из-за непреодолимых действий, событий закончилась ваша личная история. Но тоже ведь нет смысла ждать, мои дорогие. Не жди того, кто не придет. Наша девушка, она когда-то девушкой пришла к этой двери и присела подождать, когда дверь откроется. А дверь уже заросла плющом. Да и девушка успела состариться. Не теряй времени даром. По достижениям однозначно. Просто карта подтверждает все то, что я сказала. К чему же это все идет? Выход из лабиринта. Какая-то путаница у вас заканчивается. Какие-то многочисленные тупики, мои дорогие козероги. И это переходит плавно на август. Но действия ваши какие-то или решения. Информация, я говорила, которую вы можете случайно услышать, будет требовать вашего как-то переосмысления, не оставить что-то на потом, не подумать, я с этим завтра разберусь. Нет, все-таки из этого тупика или из этой паутины мы выбираемся в тот момент, когда мы это поняли, что нам уже что-то мешает. И у нас буквально открыты вот эти врата. Здесь не отложить что-то на потом, иначе мы сами себе теряем время, и кто знает, а завтра еще что-то изменится, и вы можете пожалеть, что упустили время. Вот, кстати, на ваши достижения. Куй железо пока горячо, но делай это очень грамотно, рационально и не на эмоциях. Учись чему-то новому, и тогда ты для себя и свое благополучие, и вообще и теплый уютный дом, даже если вы меня сейчас смотрите, и у вас тема номер раз, именно жилище. У вас есть возможность как-то более прояснить для себя этот вопрос или понимать, каким образом вы можете или купить жилье, или приобрести это жилье, или получить его, или где-то находиться, но решить вот этот именно жилищный вопрос тоже за июнь, за июль и на август какое-то продолжение. Я вижу, как выход из какой-то путаницы тоже будет следовать. Есть смысл что-то продолжать. И в конечном итоге, может, и придется вот эти стеклянные двери открыть как в другую сторону или рассмотреть альтернативный вариант. Но на кону новое качество жизни. Оно пытается войти в вашу жизнь, и значит, оно того стоит. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.